Здравствуйте, дорогие друзья! Давайте продолжим прохождение игрушки стационеры. Вот, дорогие друзья, я прибежал. Набрал всего, что мог набрать. Давайте даем на выплавку золота. Здесь идем сюда, смотрим. Нормально. Здесь еще можно поплавить золото. Немного я всего набрал. Но набрал, как говорится. Так. Температура упала. Сейчас посмотрим. Медь нужна. Да, медь нужна. Давайте сразу вот этот никель 25 штук сюда поставим, чтобы он не маячил. Так, железо будет на выплавку. Медь по слиткам можно подплавить. То есть, вот, видите, накопал газов. Накопал всего остального. Пока хватит. Все. На место пытаешься тут. Что тебя тут поставил? Взял, укатился. Так, железо наплавим. Пока это нам. Что я хотел сделать? Ага, Константан я хотел сделать. Идемте тогда плавить медь, никель. Никель. Скидываю давление, чтобы разжечь печку. Заодно и железо поплавим, как говорится. Так, Константан, что у нас требует? 990 температура и 20 давление. Ну, в принципе, так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ага, собирает. Раз, два. И раз, два, три. Так вот мы его и разжигаем. Нам надо от 730, от 730, ну короче 730 до 990. Есть Константан. Забираем и... Это нам уже не надо. Давайте наплавим железо. Слитки. Знаете, что подумал? Давайте сначала стали подплавим чуть-чуть. Сколько тут железа? До 50, ну вот этим трем. Уже температура упала. Не успели. Упала, потому что у нас открыто. Ничего. Сейчас все это исправим. Исправили. Так, сталь сделали.
титан сделали. Давайте сделаем железо. Кину побольше железа, чтобы уже к этому вопросу не возвращаться пока что. Так, сколько тут? 250. Это будет 300. Давайте оставим 3 железа на всякий случай. А, подожди. Я же хотел еще меди поплавить. Так, железо 300 брали. Давайте медь тогда. По 50, хотя тоже можно по 100. Чего играться? То это будет 200. Так, 200 меди есть. Держим в ручках. Что мне там надо еще было? Времени есть, все есть, блин. Пока остывает. Так. Меняем. Закидываем. Забираем. Давайте сюда пока что. Смотрим, где нужно медь 77. Медь 19. Константан. 10 штук, как мы помним. Ставим 90. Закидываем. 90 ставим в стороночку. Пяточку закидываем с этой стороны. 3 штуки. Объясню почему. Это мы начинаем уже автоматизацию потихонечку. 3 штуки. Ну а вот можно и перила заодно сделать. Штуки 4. Да. Смотрите, перила пока в сторону. Запоплавилась. Так. И нам нужна просто транспортная труба. Просто труба. Труба транспортная. Ее нам надо много, так что делаем ее побольше. Сталь. Да. Железо. Так, это нам пока не надо. Провода 15 штук. У нас делалось. А, это же наша гидропоника. Так. Хорошо. Кабель. Смотрите. Берем угловую трубу, поворачиваем ее в ту сторону и поднимаем наверх. Так же самое делаем и здесь. Поворачиваем, поднимаем наверх. И здесь то же самое. Поворачиваем, поднимаем наверх. Прохода уже нет. Ничего страшного. Вот эта штука. Ладно, потом. И 8. И 3 осталось. Какая досада. Так, смотрите.
Что вот это такое? Набор электронные транспортные трубы. То есть берете в руку, правой кнопкой мыши нажимаете, и вот тут разные электронные трубы. Нам нужна труба, это экспорт, а нам нужен импорт. То есть, чтобы... Ну как так? Как так-то? Выбирал одно, поставил другое. Еще раз. Вот экспорт, а нам нужен импорт. Вот она. Также ставим на всех трех. Вот. Дальше. Дальше больше, да? Дальше больше. Теперь берем провод. Кусачки. И идем это все. Вот здесь есть такой сбоку выход. Мы можем его вывести вниз. Можем вывести сюда. Ну давайте выведем, что не маячила проводка нам в стекле. Вот так проверяем. Включается все. Для чего это надо? То есть включили, кинули ресурс, нажали на ручку, ресурс попал в станок. Почему ставлю такую систему? Потому что я же объясняю, видите, будет все обшито этими стенами. Как бы можно было поставить обычную трубу, но я хочу станки автоматизировать, поэтому мне нужна электронная вот эта корзина. Здесь так же самое. Опускаем вниз. Ничего страшного, что она проходит через... Здесь будет труба. То есть, которая выкидывает ресурс. Ничего страшного. Это пройдет сквозь трубу. То есть проблем не будет. Потому что я смотрел видосы, там некоторые городят все на кучу. В 2, в 3 этажа эти станки стоят. Я не знаю. Я поначалу, да, я тоже не знал, что да как. Ну, логически рассуждать. Вот станок. Стакер. Опять станок, стакер. А ставят, нагораживают друг на друга. Потом через пол трубы выводят, загружают. Как-то вообще непонятно, что люди творят. Ну, понятно, что каждый человек играет по-своему. Ну, хотя бы можно посмотреть какие-то изначальные видео, как это все правильно сделать, а не городить это все на кучу и потом... Вот смотрите, как бы места хватает. Побегал там, подошел к любому станку. А там у некоторых так нагорожено. Ну ладно, говорил. Критический, так критический. Так нагорожено, что даже пройти невозможно. Кстати, фильтр. Фильтр берем. Вот у нас средний. Это еще обычные кончаются. Сразу меняем его. Тоже на средний. Сжигаем этот фильтр. Так, кислорода 17 тысяч. Углекислый газ нам сейчас пригодится. Вода нам попить, поесть. Давайте. Попили. Поели. Так, берем трубу с собой. Что я еще хотел сделать? Показать вам. Во-первых, я хотел это все обшить стенами и так далее. Трубами, стенами. Здесь вот можно поставить вот... Скажу вам. Из обычной трубы приемник. Вот. Здесь он как бы нормально.
Пройти смогу? Смогу. То есть у него тоже есть сбор данных, но он обычно, он просто данные показывает, что в него попадает. Нам это не надо. Так как у нас здесь принтер инструментов, мы будем пользоваться им не очень часто. Там сделали то, что надо сделать, проапгрейдили свои костюмы и все остальное. И как бы здесь даже заморачиваться не надо. Вот здесь будет заморочка. Ну как заморочка? Небольшая заморочка. И вот так берем. Что я еще хотел сделать? Трубу я взял, покушал, попил. Там, в принципе, ничего. Давайте покажу вам микроволновку. Автоматическая микроволновка. Припой нужен. У меня, наверное, константа. А, есть припой. Так, припой нужен. 10 штук. Так, вот, смотрите, вставили. Он там завис. Включили. Выключили. Припой упал. Откроем микроволновку. Также пишем упаковщику. Упаковка. Набор улучшенная упаковочная машина. Здесь уже нужен константан 10 штук. Опять идем, находим константан. Ставим 80. Десять сюда. Остальное сюда. Включаем, скидываем. Упаковочная машина. Нажимаем изготовить. Так, давайте, чтобы освободить чуть место в руках, пока она готовится. Перила, ну, вы понимаете, ставлю, чтобы с разбега не улететь. Вот тут даже не хватило одного. Раз по лестнице поднимаешься, там отвлекся чуть раз и уперся в перила. Так. Есть. Давай. Так, вот так. Всякий случай. Сейчас пойдем, все равно будем ночь там проводить. Так, провода есть. Упаковочная есть. Это есть. Что для них нужно? Мне нужны трубы в количестве 8 штук. Железа нету. Сейчас будет. Так. Раз, два, три, четыре, пять, 6, 7, 8. Короче, 9. 3. 4. 6. Одна в руке и 5 там. 6, 7. 8. 9. Так, 9 труб. Лист железа в количестве 2 штук, наверное. Ага. Да, давайте уже. 27. Так, пластика у меня тоже нет, да? Пластика здесь кремния нет. Пластик подождет. Так. Что еще хотела? Ну, я вам объяснял про дуговой сварщик. Так как мы уже там создали атмосферу, придется его... Тем более все есть. Делаем. Я тут отсюда не скинул. Тут лектор, минвар, припой. Ой-ой-ой, здесь все есть.
Зря бегал, плавил. Забыл. Видите? Иногда забываешь все эти варианты. А, и 2 шкафчика больших мне надо. То есть в любом случае шкаф нужен. Ну вот как раз 4 штуки здесь и есть. Все, дуговой сварщик выпал. Теперь нам нужен опять же аккумулятор. Одну штуку. Подходим. Все, этот и вот этот бур и газовый сварщик нам уже не. Ставим этот сюда, закрываем крышки. Вот о чем я говорил. Давайте возьмем вот 2 коробки с едой. Давайте возьмем одну коробку, поднимем ее наверх, пускай она будет там. Так, аккумулятор выпал. Ставим его на зарядку. Здесь шкафчик выпал, выключаем. Все, идемте на 2-й этаж. Извините за такую суету. Туда-сюда. Хочется и то показать, и то показать. Вот видите, что здесь творится. Бардак. Welcome, welcome. Вот он выкачал атмосферу Марса. Естественно, я допустил ошибку изначально. Когда я собрал шлюз, до того, как я его включил, автоматизировал, надо было выпустить отсюда всю атмосферу, создать вакуум. Потому что здесь присутствуют в атмосфере Марса токсины. И поэтому... Так, с чего начнем? Давайте начнем с того, что мы освободим из рук. Что я хотел показать? Смотрите. Харви. Харви и шкафы. То есть Харви. Я раньше пользовался такой системой. Тут есть сокеты и микропроцессоры. То есть это автоматизация практически. Вписывается кодик туда. У меня был сокет на 3 Харви. То есть он обслуживал 3 Харви. Потом я нашел сокет, который обслуживает 10 Харви. Естественно, когда я дойду до этого момента, я покажу, у кого я нашел, как бы. Огромное спасибо таким людям. Потому что я говорю, многие забросили эту игру, и произошло много обновлений. И поменялось многое. И непонятно, что, как, куда. А такие люди просто, которые поддерживают эту игру. О, это высоко. Это высоко. Я не хочу так высоко. То есть берем трубу. Делаем загогулину. Хорошо. Блин, сейчас разбирать это все. С этой стороны. Ладно, давайте пока питьевой фонтанчик оставим в покое. Что-то я тут тоже напортачил. Здесь в первую очередь надо поменять местами этот провод вот этот. Не то, что напортачил, просто я же вам объяснял. Здесь миллион раз все переделывается и подстраивается. То есть работает. Я могу, конечно, взять сейчас, допустим, лом, да, разобрать. Опять же, что мне нужны тачки. Вот. Хорошо. Отделались легким испугом.
И почему? Потому что вот эту трубу я хочу отсюда забрать. То есть почему? Потому что надо. И вот теперь фонтан станет нормально. Вот. Видите, как он стал? Так, ну... Тон. Давайте попробуем вывести. Проведется? Проведется. Ну, давайте пустим сразу. Так. В стене. Все, мы законнектились. Проверяем. О, работает. Не работает. Значит, не законнектились. А почему? А почему? Это же работает. Да, законнектились. Да. Смотрите. Раз и попили. И попили. И смотрится красиво. Так, хорошо. К чему мы приходим? Значит, в этом углу, я сказал, у меня будут система Харви. Поэтому... Это место у меня свободное. Это пока уберем в сторонку. Сейчас все буду объяснять. Смотрите. Микроволновка. Мне нужен упаковщик. То есть, вот он. Ставим его под лестницу. Не мешать не будет. Или потом здесь стакер поставим. Давайте тогда начнем с микроволновки. Вот, автоматическая микроволновка. Да. Так, смотрите. Раз труба, два труба. Здесь будет упаковщик. Можем даже отступить один раз. Ставим микроволновку. Отступаем 2 шага. Раз, два. Ставим. Да, здесь стакер не пишется. Тогда не отступаем ничего. Так. Ключ. Разводной ключ. Вот. Достаем наш дуговой сварщик. Заварим. Он не выделяет газы плохие. Берем отверточку и собираем. Переберем трубу. Смотрите. Ставим вот прямую трубу. Теперь нам нужно соединение. Ставим направление в упаковщик и сверху вниз. Видите? Объясню для чего. Здесь я хочу поставить приемник. Для чего? Упаковщик делает консервацию. Ему нужна банка консервная. Туда ее загружаем, он получает консервацию. Также, если надо какой-то рецепт, ну опять же дойдем до этого, сделать без участия микроволновки, закидываем сюда продукцию, все это попадает сюда. Здесь ставим, как обычно, обычный уголок и приемник. Все, то есть здесь закинули, здесь закинули. Ну и все проходит по трубе.
Что осталось сделать? Соединить их. Опять же, данные нам здесь не нужны. Потому что нет смысла автоматизировать. Потому что здесь все равно надо выбирать рецепты. То есть вот открыли, зашли, вот рецепты, видите. То есть вы выбрали, какой рецепт вам нужен, допустим, печеный картофель. Нажали на старт. Можно использовать ее как холодильник, там продукты не портятся. То есть вместо холодильника держать ту же картошку, выращенную, свежую, закидывать сюда, и она здесь будет храниться. Все продукты можно закидывать, они будут храниться. Потом подошли, просто выбрали рецепт, сделали, оно перекинулось в упаковочную. Опять же, включили, выбрали рецепт, что вы хотите сделать. Допустим, те же грибы, вот. Сталь пишет, это вот банка. Одна банка, это одна сталь. Она делается из стали, это банка. Масло. Масло это, типа растительного, из соевых бобов. И грибы. Количество 5 штук должно быть грибов. То есть сначала кидаете грибы сюда. Находите рецепт грибов. Я уже забегаю вперед. Раз уже начал, вот видите, тушеные грибы делаете. Опять в количестве 5 штук. Оно перекидывает их сюда. Вы здесь выбираете рецепт грибов. Нажимаете на старт, и у вас выкатывается банка с грибами. То есть закрытая банка хранится там вечно. Кстати. Вот так вот. Включаем это, выключаем. И надо снять, потому что заболтался. Все, железо нам не нужно. Здесь что у нас? Шкафчик. Вот шкафчик можно сюда и... Вот этот. Развернуть. И сюда его и поставить. Мешает. Пока временно. Большие шкафчики. Вот берем еду даже. Сейчас чуть-чуть подождем, чтобы этот желтый значок мне не маячил. Мне нужен свет. Свет включен. Большие шкафчики. То есть можно поставить в один угол сразу два. Наверное, я так и сделаю. Смотрите, если ставить прямо впритык, то потом, когда ставите рядом, один шкафчик перекрывает другой. То есть, что надо делать? Отступаете один раз, ставите его в угол, разворачиваете, смотрите, где ручка. Также ставите его рядом. То есть там получается минимальный квадратик, там не заполнено, но это мелочь. Зато когда вы открываете, у вас в принципе есть доступ хороший. А если один шкаф будет заходить до конца, один из них, то эта дверца будет, естественно, на один квадратик еще ближе сюда, и уже не сможете попасть. Низкий заряд, видите, пишите, но у нас на этот случай здесь есть батарейка. Мы ее меняем. И так, здесь, в принципе... я искал. Смотрите дальше. Вот здесь. Трубу забираем. И ставим здесь 2 гидропонные станции. Раз. Влазит. Можно и тут ее поставить. Да. Одну тут, одну там. Это вообще можно отсюда убрать. Потому что я боюсь, что потом Ларри у меня не поместится. Здесь встанет. Здесь встанет, но здесь перекрывает. Тогда что, как мы поступим? Тогда мы просто разбираем этот шкаф. Разбираем этот шкаф.
И ставим 2 гидропонные станции рядом. Что нам не мешает. Да что ты это сделал. Можно прижать, но останется щель с этой стороны. Можно так поставить. Не знаю, как лучше. Щель мне не нужна. Значит, ставим так. Ну, типа будет симметрично смотреть. А можем тогда сделать по-другому. Вот так вот поставить. О, так вообще идеально. Вот они себе 2 встали. Никому не мешают. Шкафчики. Теперь со шкафчиками. Ну, видите, переделка присутствует всегда. Окна не хочу закрывать шкафами, поэтому надо будет ставить в угол их опять же. То есть смотрим, где ручка. Вступаем разок. Вступаем разок. Временно можно сюда закинуть трубы. Это я выгружу там. Дальше. Консоли. Крутим колесиком мыши. Видите, есть 3 вида консолей. Их есть больше, но мне вот это нужна, где она чуть под наклоном идет. И у нее провод идет сверху, видите. Ставим 2 консольки. Ставим в них параметры атмосферы. А я остался без стекла, да? Ну, так вот. Так, смотрите, датчик. Газовый датчик. Для чего он нужен? Он считывает температуру внутри, температуру, давление. То есть к нему можно подключать многие устройства, регулируемые, которые регулируют атмосферу, замеряют температуру. Вот это будет тоже как бы выводить температуру, допустим, и давление. То есть они будут считывать с этого датчика. Куда его воткнуть? Да куда хотите, туда и втыкайте. Даже на потолок можете. Я его здесь воткнул. Мешает. Беленький, красивенький. Хотя, ну да, он не мешает, он не будет мешать. Даже если здесь поставить стол, все равно он будет считывать информацию. Будет мешать, переделаем. Так. Опять же. Давайте сбегаем, возьмем 2 стекла, я вам уже продемонстрирую. И сразу сделаем еще один стол. Welcome. Enjoy your stay. И уже переночуем. Суета, беготня. Тут надо показать, и там надо показать. И здесь доделать на 1-м этаже. Обещал автоматизацию. Так, где мои 2 стекла? Вот мои 2 стекла. Стол еще хотел сделать. Так. Держи так. Так, стол. Стол. Давай стул тоже сделаем. Можно было посидеть, когда ожидаешь. Так, эту одну штуку сделаем. Покрытие. Так, стол. Покрытие. В принципе, пока все. Идемте уже переночуем и уже покажу вам, для чего я взял покрытие. Вот так хочу сделать. Покрыть пол. Все было красиво. Welcome. Enjoy Потом это your все stay. раскрасим, разукрасим. Я покажу тоже, как это все делается. Потому что, ну, как в больничке себя чувствуешь. Пол будет черный. Можно даже менять цвет лампы. То есть ее можно покрасить, и она будет светить таким цветом, который вы ее покрасили. Смотрите, значит. Раз, два. Проверяем, чтоб работали. Не работают. Берем провода. Проверяем.
вот и бурька подоспела. Так что в любом варианте ночуем здесь. Вот, видите, включились. Ну, включаем их сразу. Так, берем отвертку. Включаем, показывает давление. Газовый датчик шлюз, видите? Он нам не нужен. Нам нужен обычный газовый датчик. Вот он. То есть, почему я сказал, называйте в шлюзе отдельно? Потому что, чтобы не путать какие. То есть, давление вот 51,29. У нас на костюме давление показывает 51. Здесь более точно. Здесь нажимаете и вот сюда, видите, прессуре давление. Один раз щелкнули, температура. Опять же ищите газовый датчик. Нажимаете и выключаете. Температура 8,9. В костюме показывает 8. Все. Первая мини-автоматизация. Давление, температура. Хотите, потом можно навесить здесь кучу мониторов. А для чего, не знаю. Ну, там показывать количество углекислого газа. Но когда уже делаешь все на автоматику, там уже все автоматика проверяет. А так вот просто, чтобы светило, что здесь вот столько-то, допустим, углекислого газа. Я пробовал, оно, во-первых, показывает... в чем оно там показывало? На графика мне почему-то показывало. Короче, какой-то геморрой был. Что доделаем дальше? Дальше у нас проблема в чем? У нас есть одна такая труба, которую можно забрать отсюда. Видите, где у нас вышла труба? То есть нам надо вывести ее вот сюда. То есть вот таким вот образом. Мы переходим в этот провод. Потом выводим сюда. То есть нам опять же надо будет переделать вот здесь. В принципе, мы можем и вот так вот зайти. Чтобы здесь никого не дергать, потому что здесь все равно будет стоять стакер. Все равно к нему нужен провод. Так что идем смело под лестницу. И соединяемся вот здесь. И все запитывается. То есть даже вот это нам потом может быть пригодится. И вот это можно обрезать. И это можно... Тут есть выход. Вообще не нужно. Просто его включили, вот закрылись и кайфуйте. Видали? Почему не автоматизацию не сделал сразу? Во-первых, еще не вышли в сокеты. Ну как, мы уже вышли в них. Я все, видите, тяну этот момент. Короче, вот эта система будет работать автоматически вместе с метеостанцией. Здесь есть такая штука, метеостанция называется. Она предвещает бурю. То есть там дается, не помню, 5 минут после предупреждения. Она там показывает время до начала бури. Сама метеостанция. И плюс громкоговоритель кричит. Там можно поставить какую-то... сигнализацию, там, чтобы она сигналила, выбрать там мелодию. И плюс еще мигающая лампочка будет в комплекте, и она будет просто мигать, то есть где бы вы ни находились, там посмотрели в сторону базы, увидели, что лампочка мигает, то есть если вы подальше от базы, видели, что лампочка мигает, значит побежали домой. Так, что нам нужны трубы. Также у меня есть еще один стол, который я обещал поставить здесь. То есть, видите, столы есть разные. То есть, без, без. Мне нравится. Опять же, видите. Он рядом не ставится. Все, поставили. Сейчас я запитаю. Холодильник работает, то работает. Стульчик. Для чего я взял стульчик? Стульчик я взял для того, чтобы вот
Как его поставить? Выбрать такое креслице мягенькое. Здесь его поставить. Кнопкой мыши сесть на него. И наслаждаться видом. А может быть я его разверну, чтобы встать, на Q нажали, встали. Ну смотрите, если вдруг что-то здесь, допустим, висит какой-то шкафчик возле стула, или здесь стоит близко столик, то есть проверяйте сразу в костюме, вот сели в костюме, потому что если что-то вдруг будет мешать, когда вы встаете, вас может выкинуть через стенку сразу в атмосферу. То есть пример ошибок, вот даже моих. Давайте потушим свет, снимем костюмчик. Было у меня тоже такое. Поставил, все красиво вроде по фэншую. Снял костюм, присел, посидел. Вставая, у меня тут шкафчик, допустим, вот этот длинный, вот такой, как я здесь поставил, находился над стулом. Вставая, типа, игра думает, что ты ударяешься об шкафчик, значит уже помеха. Или столик близко стоит. Вот видите, встаю. Как бы вроде встал. Но если здесь будет стоять столик. В общем, выкидывает на улицу без костюма. И пока добежишь, пока сработает шлюз. Это фатальный исход. Фаталити получается. Столы. Ну, я покажу вам, что здесь надо еще поставить. Здесь надо будет химические... Все покажу. Ладно, не буду забегать опять вперед. Язык мой, враг мой. Ага. Я понимаю, что надо все объяснить. Да, люди, которые играют, которые не знают этого, хотя бы, знаете, первоначально вам объяснить, чтобы вы не допускали ошибок и не копили эти черепа, которые остаются после смертей. То есть там возрождение, вот это все. Зачем это? Если можно вот без смертей прожить нормально, да, зная, что, куда и как поставить. Вот видите, 22 дня. Была проблема у меня, когда я построил в прошлой серии там маленький шалашик. Я что-то с дуру кинул там 2 стака оксита, хотя забыл просто, что там вообще надо было половину кинуть стака. Я закинул 2, и у меня там стены не повылетали. Такой был звучок интересный. Ну, все, как бы одна труба осталась, все основное поставил. Шкафчики распределил. Я люблю, когда свободно, видите, вот на первом этаже у меня много места, здесь много места. Поставлю здесь Харви, себе спокойно 10 штук. Как бы, чтобы было возможность подойти к тем же шкафчикам, холодильникам. Вот тут у меня будет подъем на 2-й этаж. Здесь поставлю стакер, который будет мне стаковать. Ну, в основном, что я стакую? Пшеницу. Когда она будет, уже ее перемалываешь в муку там. И чтобы по 500 там по килограмму делать. Ну, чтобы занимало меньше слотов в холодильнике. Сделал там 2-3 килограмма там. Поставил в холодильнике. Все. Надо, пошел, закинул в микроволновку, спек там те же батончики. Короче, готовить можно и здесь вручную, и в этой большой печке. Но опять же, видите, большая печка. Ну, вот хлеб, печеный картофель делает. То есть это все можно съесть. Бургера раньше не было. Вот появился бургер, торт был, шоколадный батончик был, торт был шоколадный. Сгущенное молоко тоже появилось, не было. Вареная кукуруза, тушеная тыква была, картофель фри был, кекс был, яичный порошок, ну, был, тыквенный пирог. Ну вот, то есть, короче, продукты. Тут же как получается, вот мы сейчас кушаем энергетический батончик, он нам дает, смотрите, насыщение. То есть мы его съели. У нас, видите, в правом нижнем углу бургер нарисован, показала 90, ну 100. И вот где бургер нарисован, там 3 звездочки, видите. То есть, если вы повышаете качество еды, то есть, вот, допустим, если сделать такой бургер, свеженький типа, то...
тут еще и сыр есть. Мама дорогая, сыр как делать? Вот я с сыром не знаю, не знаю. Чего сыр делается? Чиз сыр последний. Помидор понятно. Яйцо понятно, мука понятно, масло понятно. А где котлета? Это непонятно. Ну, в принципе, короче, сложные блюда, да? Вот сделали бургер тот же, кекс, торт шоколадный. Даже есть шоколадный батончик. То у вас загорается 4-я звездочка, и вы уже не получаете 100. Вы уже получаете, как вот мы пьем с фонтанчика. Подошли, попили. Видите, 124. Также будет и с едой. Тоже 120, там 5, не помню. Ну, повышается опять же. Уровень еды повышается, и уровень насыщенности тоже повышается. Буря закончилась. Открыли, выключили. Пока так, пока ручками. Потом уже будем не ручками. Все, выключаем. Идем разбираться с первым этажом. То я... Свет включен. Welcome. Ля-ля-ля. Enjoy your stay. Так, кое-что сделали мы тут тоже. Здесь тоже надо. Вот, видите, смотрите. Давление. Температура 9,8. Температура будет расти постоянно. Обогреватель я даже не ставлю, потому что она будет расти. Вначале я там ставил, и то я дошел уже до того момента, когда эти есть электрический обогреватель. Вот он, настенный обогреватель. Есть электрический охладитель. Тоже на стен. Тоже жрет энергию. Причем жрут по 2 киловатта вроде. То есть немало. Жидкости настенный охладитель. То есть для начала как бы можно это ставить. Обогреватель, охладитель. Я уже этим не пользуюсь. Объясню почему. Я ставлю себе кондиционер. И выставляю температуру, которая мне нужна. И он мне ее поддерживает. То есть, ну, в основном он охлаждает, конечно. Кстати, насчет кондиционера, смотрите, прикол. У нас же там есть этот ненужный газ в атмосфере. Просто вот находим коробку. А давайте уже этот. Берем вот эту штуку. Трубу можем пока, да. Это что у нас? Не тушитель. Давайте заберем его тоже. Как бы кондиционер переносной. Нам нужен переносной фильтр. Так, кстати, это тоже нам надо. И вот это нам надо. Фитолампа. Это для производства. Где у нас переносной воздушный фильтр? Вот. Пока больше ничего. Хочу просто показать, как решить проблему с токсинами. В данный момент, не напрягаясь, грубо говоря. То есть, что я делал, что держатель для огнетушителя. Вот эту штуку, да? Я видел где-то там держатель для огнетушителя. Так, кстати, у нас там уже пошло уменьшаться. Электричество надо заняться сейчас электричеством. Вроде это, да? Хочу посмотреть, как выглядит эта штука, держатель для огнетушителя. Раньше его не было. Огнетушитель просто стоял в шкафу на полке. Я промахнулся. Я промахнулся, это не он был. Так, ладно. Что я еще тут ставил? Я вот уже и не помню. О, я тут крутил его, вроде крутил. Так, давайте сделаем по-другому. F1. Опять извините, что фабрикаторы, наборы. Наборы. Квадратненький был.
То есть здесь у нас все, что есть в игре. Так, пролистываем. Примерно ищем. Без понятия. Я не помню, да. Это было. Я еще так подумал, о, нормально. Фоторамка. Рамку отменили, она здесь осталась, но требования. Набор фоторамка. Хорошо, а где взять фоторамку? Видите, она даже нигде не производится. То есть они ее оставили, но ее нету. Эта вещь прикольная была, можно было вставить свою фотографию какую-то. Так, ладно, ищем. Эти квадраты. Все, нету. Что я крутил, что она мне ее показала? Хорошо, может это не в наборах, в структурах. Стулья, лестница, столы тоже нет. Мебель. Ну вот вся мебель. Трубы. Вот, наверное, трубы. Нет. Нет? Посмотрим. Тоже нет. А что это такое? Вот так вот попадаешь, когда вот что-то новое и не понимаешь, что от тебя хотят, что ты хочешь. Газы мне и наборы, фабрикаторы. Фабрикаторы это станки. Электроника. Ну, видно. Хотел посмотреть. Прочее. Где-то же они должны высветить. Извините, что я просто... Мне что-то захотелось это поставить, посмотреть, как оно смотрится. Сейчас. Вернемся к нашим вариантам. Низкий заряд. Знаю. И заряд. Что все делать подряд и потом проверять опять не хочу. Захламлять базу. Короче, что я там делал, что я нашел его. Чего он может делаться? Набор для держателя. Я здесь его пытался. А, шкафчик. Точно, шкафчик. Это что у меня? А, воздушный. Шкафчик.
О, вспомнил. Я ж там шкафчик крутил, не мог никак его установить. И увидел. Ну-ка, 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 ну-ка. Вот, да. Набор для огнетушителя. Нужная вещь, скажу я вам. Нужно. Куда мы его поставим? Вот сюда и поставим. Берем огнетушитель и вставляем. Прекрасно, прекрасно. И красиво, и прекрасно. Так, извините, что я так не мог вспомнить. Так, дальше. Воздушный фильтр. Давайте сразу тогда сделаю стены. Композитные. Сколько мне надо? Раз, два, три, четыре. 4 стены. Это чтоб мы уже закрылись от бури полностью. Сейчас делаю, как обещал, а то бегаю туда-сюда. Так. Выбираем рисунок. Колесико мыши. Ну, чтобы было одинаково. 3, 4. Теперь мне нужен пластик. Пластиковые листы. 2, 4, 6, 8, 10, 12 штук. И на дверь 14. Разбиваем. Тоже бы закрыть, но здесь можно закрыть не стенами, а композитным покрытием. Раз. Вот. Ну, красивенько смотрелось. Сюда я еще, да, сейчас поставлю. Хотя как поставлю? П. Тут же нету выхода для электроники. То есть считывать он не может это. Для того, чтобы он считал, ну, я имею в виду вывести сюда консоль, чтобы показывал, сколько у нас воды в баке. Для того, чтобы он считывал эту информацию, это надо идти вот сюда. Анализатор. Анализатор. Вот, видите, анализатор жидкости в трубах. Он показывает вам сразу, сколько жидкости в трубах. Этот показывает, какие газы присутствуют в трубах. Я вот думаю, нужен мне этот анализатор или не нужен. Ладно, давайте этим потом заморочимся. Сейчас это не важно. Что я еще хотел сделать? Стекло тут стоит. Пластик нам нужен. Смотрите. Дверь. Делаем дверь. Железо. Пластик. Пластик нужен как раз. Ну ладно, когда нужен будет возьмем. Руки заняты. Так, дверь сделали. Поставили. Взяли пластик. Взяли наш
Плазменный варщик, или как он там называется. Опять забыл. Дуговой сварщик. Так. Взяли ломик. Ставили провода, которые надо подзаказать. Здесь ставим все, ну, и данные, и энергию. Здесь будет что-то? Скорее всего, нет. Поэтому загорелась дверь. Видите, работает. Заказываем провода. Заказываем сначала датчик. В количестве 3 штуки. Ну, зачем? Один датчик будет для освещения и 2 других для двери. И кабель делаем. Раз 24 штучки, нормально. Так, датчик освещения. Где у нас тут подходит электричество? Здесь его и поставим. То есть выбираем датчик присутствия. Видите? Датчик присутствия. То есть он считывает присутствие в помещении. Не на втором этаже, не на улице. Именно вот в этом помещении. Поэтому... Сейчас покажу. Сразу его коннектим. Дальше. Давайте сделаем все-таки одну стеночку красивую. Ну, композитную. И опять же лист пластика. 3, 4, 5 давайте. У меня его почти нет. Так, для чего я это делаю? Смотрите, открывается дверь. О, открываем дверь. Выбираем окно. Окно. Видите? Окно. И ставите прямо над дверью. Берете лист пластика. Зашиваете. Ставите сюда. Берете лист железа. Зашиваете. Ставите его обратно. Теперь берете 2 датчика. Один ставите, только надо выбрать колесиком датчик движения. Вот, видите, датчик движения. Ставите его посередине здесь и ставите, поворачиваете его лицом к тому, ну, проводом к тому датчику, ставите посередине здесь. Вот 2 датчика, один снаружи, один снутри. Берете провод. Кончился. Давай. Первая автоматизация такая более посерьезнее. Смотрите, проводите. Вы уже знаете, что провод проходит сверху на двери, а снизу не проходит. То есть поставили. Теперь надо нам это все каким-то образом. Ну, придется здесь, потому что наверху у меня нету. Либо здесь выводить провод. А, подождите, у нас вот же провод идет тут. Вот 6. Да. Можем его и тут вывести. 25. Вот таким вот образом. Дальше подходим. Вводим чип. Чип ввода-вывода. Нам нужна медь. То есть в игре присутствуют чипы. На чипах все. И присутствуют сокеты. Нам нужно 2 чипа. Сейчас объясню зачем. Ну, я буду по порядку объяснять. Смотрите.
Есть чип чтения. Он считывает, то есть информацию с чего-либо. Со станка может считывать. Чего хотите. Ну, везде, где есть выход данных, вот он считывает. То есть в данный момент нам нужно считывать информацию с датчика движения. Но у нас их два. Поэтому можно как сделать? Можно поставить один чип чтения с этой стороны. Один чип чтения, ну типа их поставить два, но обозвать датчик номер один, датчик номер два и подключить один чип к первому датчику, второй чип ко второму. Можно так сделать, но не нужно. Почему, объясню. Потому что, видите, чип чтения. Колесиком мыши просто находите чип множественное чтение. Устанавливаете его так, что вы могли подключиться кабелями со всех сторон. Вот видите, то есть я могу и слева, и справа подключиться. Так, теперь выбираете чип запись. Чип запись дает команду на какой-то, опять же, на станок, на что хотите. Дает команду действия, считывая информацию с типа чтения. То есть, видите, у него 3 выхода. У чипа чтения 2 выхода, то есть он считывает и фиксирует, что он считал. А чип запись он уже считывает с чипа чтения, потом передает на тот аппарат агрегат, который вы хотите, чтобы он делал, и настраиваете. То есть тоже его ставите. Видите, у чипа чтения с этой лицевой стороны тут есть зелененький выход информации. Здесь ничего нету, значит можете прижать его просто вплотную. Берете провод. Ну, объясняю вам просто, как бы, может, зря я это делаю, но игра рассчитана на начинающих. То есть, с одной стороны, можете так пройти, с другой стороны, надо обязательно еще добраться вот до сюда. То есть, что все слоты были закрыты, потому что чтобы вся информация попала в эти слоты. Видите, все запитано. То есть здесь у нас питание красненьким дали. Чип информация с одной стороны даже можно вот направить, видите. Сейчас не пишет, но когда он пустой, он там пишет. В общем, информацию считывает. Все запитали. Смотрите дальше. Берете маркировщик и обязательно называете все чипы. Потом не путаться, потому что если будет много чипов, вы потом не найдете. Будет просто написано множественное чтение, а вы не будете знать, какой из них. Поэтому пишите просто вот. Я поставил эти чипы на дверь, да? Значит, пишем дверь. Можете написать, что хотите. Также и здесь запись дверь. Это я для себя пишу, чтобы потом не запутаться. Все, берете в ручки отверточку и смотрите. Я поставил. Запись. Хорошо, да. Нет устройств. Ищем датчик движения. Критический уровень заряда. Извините, я забыл сейчас. Вот что у нас. Там еще баллон полный, да? Давай выпустим. Накопим. Надышим. Так, ставим датчик движения. У нас множественное чтение. Почему? Можно было поставить чтение, но он тогда бы считывал один датчик. Так мы ставим множественное чтение, он будет считывать все датчики. Ну, вот эти, которые... Объясню, какие. Те, что в системе, которая вот здесь. То есть, почему я разделяю этажи трансформаторами? Чтобы чипы не считывали с других этажей информацию, понимаете? Поэтому надо разделять всегда, что вы хотите, чтобы у вас считывалось, и не цепляло другое. То есть, вот первый этаж у меня как бы будет дверь на чипах. Я буду знать. Эти чипы к тем дверям не будут относиться, там, допустим. Ищем датчик движения.
Здесь ставим суммарно. Если вы проскочили, буковку S зажали, опять нажали. И Activate. То есть активировали. То есть считали датчики движения, суммировали их, активировали. Ну, как бы вот так. Включили. Видите, он говорит зелененький, а тот черненький. Если я подойду сюда, этот загорится зелененький, тот потухнет. Теперь чип запись. Находим чип множественное чтение. Видите, он сразу выскочил, потому что их всего 2. Теперь находим стеклянную дверь. Вот она, стеклянная дверь. Если бы вы здесь забыли бы подключить вот этот провод, вы бы ее не увидели. Здесь оставляем Open, открыть. Отходим. Включаем. Она закрылась, видите? Все, она закрылась. Вы в закрытом помещении. 5 градусов на улице. Чтобы выйти, подошли к двери. То есть вы стали под датчик. Она открылась. Вышли. Она закрылась. Видите? Опять же, подошли. Она открылась. Все, поздравляю. Ваша дверь автоматизирована. Также сейчас покажу вам, как сделать автоматизацию освещения. Тоже все просто, вообще до ужаса. Ну, опять же, это для тех, кто уже... Опять же, делаем чип ввода-вывода 2 штуки. Раз. 2. Светильник. Насчет светильников, смотрите, помещение. То есть особо мне здесь, ну, 3 штуки, допустим, да, вот раз пойдет, второй пойдет и третий. Да, вот 3 штуки мне надо. Много поставите, будет много, во-первых, кушать электричество, во-вторых, кстати, насчет электричества. Тут заговорился с вами, а у меня там батарейка моргала. Это есть нехорошо. Нехорошо. Ну, одна полная. Уголь 50 есть. Давайте его сразу поделим. Ну, чтоб не сжечь весь, потому что я сейчас убегу. Пускай заряжает. Потом я этот уголь туда закину. Если не забуду. Как обычно, да? Смотрите. Подходим. Выбираем большой светильник. Поворачиваем лицом туда. Подходим сюда. Давайте я, наверное, его... Хотя нет, нормально. Здесь же будет стена закрыта. Подходим с этой стороны. Ставим большой светильник. Поворачиваем сюда. И между ними получается раз, два. Раз, два. И как раз на середине вот этого ставим. Ну, можем его так развернуть. Можем все так развернуть. Давайте все так развернем. Объясню почему. Чтобы было удобнее вести провод. Светить-то они будут все равно так же. Так. И вот. Все симметрично, симметрично. Единственное, что нам опять провода не хватает. Ладно, сейчас мы его сделаем. Кабель. Пускай делает на все, потому что провод нам реально нужен. Что там по еде, по воде? Ну, давайте раз уж. Взгляд упал. То есть датчик мы поставили. Присутствие. Теперь принцип такой же. Берем. Ну, давайте сначала подключим лампы, а потом уже возьмем. Поставим чипы. Так, я думаю, пока достаточно. А там пускай делает дальше. Соединяем все лампы в одну сеть.
Вот. Сразу и подключим. Помелочиться уже. Четко. Проверяем. Горит. Так, смотрите. Где наши чипы? Также берем. Теперь, опять же, система какая? Чип чтения. Ставим вот. Здесь было множественно, считывалось с 2 датчиков. Здесь у нас 1 датчик. Значит, ставим просто чип чтения. Поставили. Теперь тут был чип запись. Просто. Здесь мы будем считывать с 3 ламп. То есть нам нужно множественно. Опять же, приклеиваем его один к другому. Вот, смотрите, здесь везде вот данные. В общем, все это надо опять обшить. Обшили. Можете, если не знаете, прямо так вот по кругу все и обшивать. То есть здесь тоже можно поставить провод, соединить с этим. Ну, как бы я чуть-чуть экономлю там. Раньше я так и делал. Потом я понял, что нет смысла, можно экономить. Берем маркировщик, опять обзываем. Теперь у нас это будет чтение свет. Также и здесь. Запись свет. Свет. Берем отверточку. Здесь считываем датчик присутствия, движения, присутствия. Активируем его. Activate. Включаем. Здесь считываем чтение свет. Здесь большие, как светильник наш называется. Светильник большой. Ищем светильник большой. И здесь ставим on. То есть, смотрите. Включили, свет зажегся. Лампочку выключили. То есть, такого света вполне хватает. Если вам не хватает, добавляете, допустим, одну лампу сюда, одну сюда, или там раскидывайте как хотите. Мне хватает. Вот свет выключен у меня в скафандре, вот включенный, вот Свет выключен. включен. В чем прикол? Датчика присутствия, смотрите. Вот я вышел, да? Вот повернусь, чтобы вы видели. Вышел. Свет потух. Вот я вышел на улицу. Свет не горит. Подошел. Зашел. Свет загорелся. Показываю еще раз. Света нету. Подошел к дверям. Дверь открылась. Я зашел. Свет загорелся. Чудо чудное. Автоматика. Вот так вот. Здесь больше поверху я ничего ставить не буду. Поэтому у меня получается 3×6. Делаем покрытие. Композитное. 18 штук. 17. Там у нас уголок закрытый. Давайте уже сделаем 20. Так, смотрите. Берем баллончик с белой краской. Ну, можно красить весь стак. Все 10 штук. Прикол в чем? Смотрите. Сейчас покажу. Начинаем обшивать в шахматном порядке. Пока временно скинем. Берем белый.
То есть вы одним пшиком покрасили весь стак. То есть если бы вы каждый красили, каждый кусочек. Теперь смотрите, ну потом, ладно, я это перекрашу. Что я хотел показать. Если у вас, допустим, вот оранжевого цвета, да, покрытие, а это белого, а вам нужно оранжевый, то вы белый сейчас перекинете в оранжевый, и он перекрасится в оранжевый. Если вы оранжевый перекинете в белый, он перекрасится в белый. То есть мне белый пока уже не нужен, кидаем сюда, он становится оранжевым. Потолок у нас зашит, красота красивейшая. Потом мы стеночки все... Ну вот смотрите, опять же. А, нет, здесь будет другое, сейчас покажу сразу. Берем... Опять заходим, пишем покрытие. Выбираем напольный настил. Хотя еще рано, конечно. Ну давайте 10 штук сделаю, покажу, что я имел в виду. Уже все покажу, все объясню. Кто это все знает, как бы может и не смотреть. Кто не знает, мотайте на ус, как говорится. 7, 8, 9. Так, смотрите, тоже ставим. Подходим к этому станку. Пишем краска. Он сразу выдает краску. Берем баллончик. Ну, мне нравится так. Берем баллончик желтой краской. Сделали. Подошли. Покрасили. Весь стак. Краску можно кинуть. Теперь берете такое покрытие. Колесиком мыши такое покрытие. Опять же колесиком мыши такое покрытие. Такое покрытие. Верх для лестницы. Площадка. Мне нравится внутри, вот здесь вот такое покрытие. То есть, даже вот так. Объясню почему. Вот вы его поставили. То есть там, где у меня уже ничего стоять лишнего не будет. Это я буду потом снимать. Здесь, допустим, печка у меня стоит. Я могу поставить вот здесь за станками. То есть я сюда уже лезть не буду. Ничего устанавливать здесь не буду. Поэтому мне вот так вот. Для чего это делается? Просто вот вы уже ходите пополам, видите? Не по... Короче, вы поняли. Не по блокам, а пополам. Все, в принципе. Единственное, что да. Я бы хотел сделать еще одну солнечную панель. Базовую усиленную. Так, да. На одну хватает. А на две. Меди можно добавить. Стали можно добавить. Электрума нету. Январов тоже нету. Смотрим, что у нас есть. Контан. Припой. А, январа у нас как раз и нету. 5 листов стекла мне надо. Просто поставлю, чтобы уже быть уверен в себе, как говорится. Провод у меня есть усиленный. Солнечные панели надо усиливать проводами. Ну и уже поднимемся наверх. На второй этаж. Сейчас поставлю солнечную панель. Тут я вам показал автоматику. Тут показал. Кислородную станцию мы собрали. Кислород у нас присутствует. 14 килопаскалей. 14 тысяч. Достаточно. Здесь тоже можно смело ставить эту штуку. Уже ничего ставить не буду. Так. Вот солнечная панель вывалилась. Идем ее ставим. Поднимаемся на второй этаж. И на этом будем заканчивать. Там свет. Свет включен. Заканчивать видосик. А, тем более у нас здесь уже стоит. Провода подключены.
И вот увеличим, так сказать. Ну, видите, батарейки полные. Всё, идем наверх и на этом. А, вот, кстати, видите, вторая буря прошла. Реактивный ранец включен. И наша солнечная панель превратилась просто в ничто. Поэтому разбираем ее. Летим в домик. Покажу, что в домике. Welcome. На этом Enjoy закончу. your stay. Опять же повторяюсь, да? Ну, как бы на следующий видос есть чем заниматься. Тут есть всегда чем заниматься. Пока у нас ничего не растет, можно делать резкие перепады, то есть чтобы быстрее открылось. Свет. Смотрите. Опять же, забыл. Ладно. Ставим фильтр. Ну, я вам объясню. Забыл. Опять забыл. Ладно, давайте сбегаем тогда. Welcome. Enjoy your stay. Еще это сделаю, тогда закончу. Обещал же показать атмосферу. Как бы, как пользоваться, покажу, расскажу. Бежим в ящик. Ящики. Управление шлюзом. Печку. Микросхема. Так. Сетевой анализатор и анализатор атмосферы. Это мы заберем. Подбегаем к принтеру электроники. Включаем. Пишем. Планшет. План. Вот, улучшенный и обычный. Нам нужен улучшенный. Улучшенный. Так. Всего один электрон. Так, давайте это скинем. Ну, по одному мы не ставим, мы ставим по 10. Так, это на место. Докидываем. В следующей серии уже покажу вам, как поставить беспроводной зарядник, чтобы заряжать. Есть батареи такие и обычные, которые заряжаются в заряднике, а есть батареи, которые заряжаются прямо в инструментах, в планшетах, в инструментах. То есть это получается беспроводная зарядка. Это мы оставим на следующую серию. Ну и давайте сразу так. Припой у нас нету. Нету. А, я знаю, где есть припой. Смотрите. Я же обещал отсюда все вытащить. Припой 40. Сколько нам надо? 5. Давайте тоже 10 кинем. 10 я сказал. Так. 10 сюда. И что еще нужно? Медь. Медь нужна. Так, железо не забывайте закрывать. Закидываем в КТ. Смотрите. Всего много оказалось. Пока давайте раскидаем сюда. Сталь даже тут. Все, что нам нужно для счастья. Можем и здесь оставить, пускай валяется. Что у нас здесь? Инвар и константан. Так. А, медь. Медь. Пожалуйста. Делаем сразу ноутбук. Я же сказал вам, что вот в поясе инструментов вот это вот слот вот этот, он будет для ноутбука. Планшет улучшенный. Смотрите, открываем. Берем анализатор атмосферы, берем сетевой анализатор и вставляем в него батарейку. Но потом уже поставим все другие батарейки. То есть включаем. Вот смотрите.
Атмосфера Марса. А, ну здесь 94% СО2. Можем качать СО2. Да, что-то я думал, что поменьше. А, здесь кислорода мало. Процента. Даже азот. Ну, это мелочи. Кислород, азот, это проще добывать изо льда, из оксида. А вот СО2, да, 94%. Вот. Если вам нужен сетевой анализатор, вот здесь кнопочка вперед. Переключились. Направили на... технику, она вам показывает, кто сколько что кушает. Опять же, переключились. Я им особо не пользуюсь. Так, но вещь хорошая. Дальше. Дальше, значит, вставляем его на его законное место. Забираем ноутбук. Опять же, сразу для ноутбука пишите prog. Программатор 1С. Берете золото. Поменьше нет? Ну, делаете. Опять же, открываете ноутбук, вставляете программатор, вставляете батарейку. На букву Т бросили, открыли, включили. Здесь идут коды для сокетов, для микропроцессоров, которые вставляются в сокеты. Это я все буду показывать в следующей серии. Подтверждаем. Поднимаем правой кнопкой мыши, складываем. Не был включен, ставим на законное место. Все, бежим наверх. Смотрим, как работает фильтр. И... И все. И на этом все. Тем более стемнело. Welcome. Enjoy your stay. Сейчас это откачает в атмосферу. Это начнет закачивать. Долго не ждать. Смотрите, что присутствует. Видите желтый значок? Токсины. Ну, полиуретан, там он как-то называется. Полиэлитан, там, не помню. В переводе на русский, в общем, токсины присутствуют. Чтобы от них избавиться, берем фильтр, вставляем, берем батарейку. Давайте проверим. Да. Так покажу. Вставляем здесь. Включаем. Он начинает работать. Зажужжал, слышите? На первое время, как бы избавиться от токсинов. Вот смотрите, уменьшается значок желтый моли. Как бы оно было мизерное, но оно присутствовало. Как бы, чтобы почистить атмосферу внутреннюю, как говорится, можем использовать этот фильтр. Первое время, вот видите, ноли пошли, микромоли. На первое время, как бы, это нормально. Убегаем подальше. Здесь побольше. Ну, он засасывает в любом варианте. То есть вы поняли, да? Оставляем его включенным. Ставим на место. Это перекладываем сразу в шкафы. Потом это нам пригодится. Ну, давайте вот так вот. Все. На этом я с вами прощаюсь. Не забудьте... Ну, давайте сразу снимем шлем. Включим свет. Снимем шлем и костюм. Можем даже присесть. И вот на такой релаксной ноте. Жаль, что ночь не видно. А видите, значок сейчас сразу. Можно было насладиться пейзажем марсовским. Ну, вот так вот, потихонечку, потихонечку. В следующей серии что-то еще будем делать. А мы будем делать. Здесь есть что делать. Пока пускай выкачивает токсин. Все, на этом я с вами прощаюсь.
До новых встреч.